Монт-Сент-Мишель – остров-крепость, поднимающийся над необъятными песками в Нормандии, на северо-западе Франции. Достопримечательность пользуется любовью туристов. Ее посещает около 3 миллионов человек в год. В Монт-Сент-Мишель можно своими глазами увидеть мощные приливы и отливы, пройтись по древним улочкам и полюбоваться на восхитительные виды. Замок многим покажется знакомым. Он стал прообразом крепости в фильме «Властелин колец». Объект появился не в оборонительных целях и не для развлечения знати. Он основан как монастырь. Старинный замок видел и монархов, и военную канонаду, и недовольство народа в период революции. Монт-Сент-Мишель считается неприступным. Он пережил 3 английские блокады и не покорился даже во время 30-летней осады. С давних пор и до сегодня это место мирового паломничества. История ведется с 708 года. Бенедиктинских монахов очаровал гранитный остров Монтомб, поэтому на утесе решили создать часовню. Название связывают со средневековой легендой. Епископу повелел возвести церковь архангел Михаил. Он приходил трижды, но священнослужитель сомневался в правильности знамения. Тогда архангел постучал епископу по голове перстом, и лишь тогда стартовало строительство. Архитектором назначили Гильома де Вальпьено, очень известного человека. Он был воспитан бенедиктинскими монахами, построил не один монастырь. Но строение было уникальным сооружением. Его нельзя расширять по горизонтали, поэтому упор сделали на вертикальное возведение. Некоторые помещения и вовсе нависают над скалой на специальных платформах. Гранит для строительства с соседних островов доставить оказалось непросто. Мешало отсутствие дорог, зыбучие пески, приливы и отливы. В 966 году на этом месте появился Бенедиктинский монастырь в честь святого Михаила. У подножия возникло поселение рыбаков, ведь паломников нужно было принять и накормить, да и местные монахи нуждались в бытовых услугах. Но строительство крепости продолжалось до 17 столетия. Появились стены, башни. Аббатство превратилось в мощное строение, объединив религиозную и военную архитектуру. Было у острова-крепости важное стратегическое значение. В период Столетней войны Монт-Сент-Мишель считался надежным французским форпостом, он не поддавался врагу. В 1790 году, во времена французской революции, монастырь прекратил существование. Монахов изгнали, а остров назвали Горой Свободы. Замок стал тюрьмой, куда отправляли заядлых преступников. Народ прозвал замок провинциальной Бастилией. Узников держали в каменных клетках, где нельзя было подняться в полный рост. Цепь невольников звенела при каждом шаге. Но паломники все равно приезжали, специально для них создали часовню. С 1863 года начался новый этап в истории замка. Он распахнул свои двери, но теперь для туристов. В 1874 году сюда вернулись бенедиктинцы, которые основали новое аббатство. В конце XIX века началась реставрация комплекса, которая продолжается до сих пор. Побывать можно в половине помещений аббатства, в остальные доступ закрыт. Комнаты, которые не представляют интереса для посетителей, отвели под жилье монахов.